В этом видео мы научимся с помощью пиксель-процессора двигать, поворачивать и масштабировать наши изображения и формы. А самое главное, поймем алгоритм этих действий на уровне формул. После этого видео мы научимся понимать матрицу трансформации в ноде Transform. Итак, в этой части мы рассмотрим, как в пиксель-процессоре можно делать трансформации, перемещение, масштаб и повороты картинок. До этого мы занимались в основном обработкой изображений, которые входили в пиксель-процессор. То есть вот сюда вот, да, на входы. И уже внутри обрабатывали какие-то с помощью переменной позиции пикселя обрабатывали каким-то образом входящие слоты. То сейчас, сегодня мы поговорим о передвижениях, перемещениях, масштабировании картинок и всевозможных изменениях на основе трансформаций. Так, приступим. Давайте на вход пиксель процессора мы добавим картинку. Давайте добавим лучше shape. Будет у нас диск пока что. И первое, что мы попробуем сделать, это передвинуть диск. Как делается это? Каким образом? Смотрите, мы всегда, когда читали на вход картинку, мы всегда пользовались либо Sample Gray, либо Sample Color. Ну, Sample Gray, он черно-белую картинку обрабатывает, Sample Color цветную картинку обрабатывает. И что он нам дает? Он нам дает значение пикселя в данной позиции, в текущей. А текущая позиция, напоминаю, это текущая позиция этого процессора. Так как процессоров тут много для одной картинки, то, допустим, вот эта вот точка, это, к примеру, вот она. Допустим, вот эта точка. Это процессор вот этой точки. И сейчас он считывает именно вот эту точку. Но если мы вобьем координаты, допустим, вот этой точки, то после этого Sample Gray считает значение соседней точки. Каким образом я могу считать соседнюю координату соседнего пикселя? Мы уже когда проходили валовый процессор, мы уже это делали. Это делается с помощью переменной, тоже это getFloat2 переменная, с помощью переменной size. Вспоминаем, что такое size. Я беру валовый процессор, захожу сюда, getFloat2 включаю и size. Ввожу ее на выход. Получаем размер картинки в пикселях. То есть, грубо говоря, сколько точек по стороне, по x и по y. И чтобы узнать координаты соседней точки, нам нужно просто к текущей координате прибавить 1 пиксель вправо. А 1 пиксель, это получается, мы возьмем size, вытащим из нее переменную, допустим x. Так как мы сейчас с квадратом работаем, то мы можем и x вытащить, и y. И разделим единицу на x. Почему единицу вспоминаем? Потому что ширина квадрата в дизайнере, ширина картинки равна единице. Неважно, это 2048 либо 1024 точек. Все равно обрабатывает дизайнер картинку как от 0 до единицы по x и от 0 до единицы по y. 0 вот здесь вот. Не забываем. Итак, вот сейчас вот это вот у нас 1 пиксель. Ширина. Давайте не ширина, потому что это и ширина, и высота. Размер 1 пикселя. И теперь нам нужно, допустим, вот к этому пикселю узнать правый пиксель. Значит, мы прибавляем по оси x
к координате x, смотрите, я беру координату x, и к текущую координату x, и к координате x я прибавляю размер пикселя. Получается, что я сдвигаю как бы текущее положение пикселя сюда. Но на самом деле ничего не сдвигается, просто сейчас вот эта координата x относится к этому пикселю. Но есть же еще координата y. Вытаскиваем координату y, и с y мы ничего не делаем. И в итоге мы прибавили к координате x значение 1 пикселя вправо. Координаты y ничего не прибавили. Соответственно, значит у нас просто сдвинется текущее положение направо. Мы обратно собираем вектор float 2. И уже sample gray применяем не к этой позиции, не к текущей позиции, а к той, которую мы добавили. То есть сейчас, если я нажму выходную ноду вот эту, то сейчас считается соседний пиксель, и соседний пиксель вставится в текущий. Вот этот важный момент. То есть мы думаем, что сейчас сдвинется все вправо, а на самом деле все сдвинется влево. Смотрите. Вот пиксель процессор, я нажал 2 раза на него, и вот shape до этого. То есть сдвигается все влево. Потому что мы берем текущее положение правого пикселя. Тут получается, что сдвиг идет не самого пикселя, а информации пикселя. А информацию пикселя мы берем из правого пикселя. Это нужно просто потренироваться, поэкспериментировать, чтобы в голове все это уложилось. Но если вы будете путать право, лево, вверх, вниз на начальном этапе, я думаю, это ничего страшного, это быстро исправляется тем самым вычитанием. Допустим, здесь мы поставили вычитание и вставили по оси x. И сейчас у нас вот был текущий круг, вот пиксель процессор сдвинул всю картинку на 1 пиксель вправо. Соответственно, смотрите, ребят, если мы будем, допустим, умножать размер пикселя на какое-то количество, давайте мы умножим и создадим переменную. Какая-то переменная amount, к примеру. И если мы сейчас будем умножать на нее, мы возьмем getFloat как раз, и ее по ней делать сдвиг по оси x, то это получается и есть на самом деле offset. Смотрите, amount. Почему сейчас ничего не двигается, то есть двигается только на 1 пиксель? Потому что идет умножение. И тут максимум получается единичка, это на 1 пиксель сдвинутый. Я могу здесь вручную вбить, допустим, 1000. И у нас круг сдвинулся. И вот сейчас я могу крутить влево-вправо, и мы видим, что мы сдвигаем круг влево-вправо. Нашу картинку. То есть это не обязательно круг, тут могут быть клаудсы. Они также будут сдвигаться. То есть мы видим, что мы сдвигаем картинку. Это и есть offset. Точно так же можно двигать по Y. То есть если я сейчас вместо X поставлю тут Y, а здесь X, ну и, конечно, вот здесь поменяем местами, потому что X должен входить в верхнюю координату для X. Тогда будет все верно. То сейчас движение получается вверх-вниз по Y. То есть происходит все то же самое. И теперь смотрите, не обязательно ставить размер пикселя. Если мы сейчас возьмем координату x и просто прибавим какое-то значение, пока 0,
выведем все в вектор. Здесь у нас координаты y. И возьмем из этой точки картинку и вставим в текущий пиксель. И смотрите, вот сейчас то же самое движение. Единственное, тут мы не определяем, чему равен один пиксель. Мы знаем, что если мы сдвинем на единицу, то у нас картинка сдвинется ровно на ширину картинки. То есть, смотрите, единица стоит. Я сейчас поставлю 0, нажимаю ввод, ничего не меняется, потому что картинка просто затайлилась сейчас. Она один раз прошла всю картинку, и мы не заметили передвижение. На самом деле передвижение есть. Да? Вот 0,5 это половина картинки. То есть, если я возьму круг, на круге будет видно, мы увидим, что ровно половина прошло. Иногда удобнее вот так пользоваться, да, офсетом. И, соответственно, мы можем, к примеру, задать переменную float2. Смотрите, я эту переменную пока удалю, amount. Допустим, мы создадим переменную offset. Она у нас будет переменной float2. Начальное значение 0, первые координаты, второй 0. И минимальное, максимальное значение у нас будет -1 и 1. Захожу в пиксель процессор. И сейчас смотрите, что я делаю. Я прибавляю сразу getFloat2 offset. Сейчас я сначала сделаю, и мы потом попробуем объяснить это все. И сейчас я, когда кручу offset, x у меня это движение по x, y движение по y. Теперь смотрите, как я это сделал. На самом деле, вот это вот pos, это координаты какой-то точки. К примеру, это любой точки, текущая, допустим, точка у нас 0,0. Offset у нас тоже какое-то float2 число. И если, допустим, у нас есть тут изменения в offset 2, если мы их сложим, то на выходе складываются x с x, y с y. И получается вектор суммы. Вот смотрите, я это скопирую, ввалую процессор и вывожу это на экран. И мы видим, что тут координаты сложены со вторыми координатами. Допустим, если тут точка у нас будет 0,5 и 0,5, 0,5, то есть центр экрана, то она тоже сдвигается на одно и то же число по x. И если мы сдвинем y на такое же число по y, которое здесь вбито. В принципе, я думаю, это понятно, достаточно просто. Заходим сюда. Дальше у нас пойдет масштаб. Это я удаляю. Смотрите, на самом деле, если мы сейчас возьмем и умножим скалярным произведением вектора на число какое-то, по умолчанию пусть будет 1, и возьмем sample gray, выведу на экран пиксель процессор, и сейчас, если я это число буду менять, то у нас получается масштабирование. Смотрите, ребят. В данном случае что происходит? Это меньше единицы увеличивается масштаб. Если я поставлю больше единицы, то будет уменьшаться масштаб. В данном случае происходит следующее. У нас также, смотрите, допустим, есть какая-то текущая позиция. Вот текущая позиция пикселя, допустим, 0,1 и 0,1. При скалярном перемножении на число перемножается и x, и y на одно и то же число. Что тогда происходит? Тогда увеличиваются координаты. То есть, если сейчас текущая координата была где-то вот здесь,
при перемножении на 4,5 у нас она увеличится в 4,5 раза. То есть где-то вот раз, два, три, 4 и где-то вот так по y. То есть вот эта вот точка, координаты, не координаты, а sample grade, то есть значение этой точки, переходит вот в эту точку, то есть уменьшается значение. Что и происходит. При увеличении числа уменьшается значение. И смотрите, уменьшается значение относительно нуля координат. То есть 0 координат верхний левый угол у дизайнера. И относительно нуля уменьшаются координаты. Что нужно сделать, чтобы было не относительно нуля, а, допустим, относительно центра? Нужно из текущих координат пиксель процессора вычесть вектор двухмерный 0,5 и 0,5. Смотрите, что происходит. Сейчас, секунду. Что мы вот этим действием делаем? Допустим, у нас есть какая-то точка. Вот это. На самом деле, каждую точку лучше сразу представлять вектором. Вектор идет от начала координат отсюда. То есть это не точка с координатами x, y, а вектор с координатами x, y. И теперь, если мы вычтем вот это вот тоже мы можем записать как вектор. Это вектор у нас вот этот вот. И теперь, то есть это, допустим, вектор А, это вектор Б. Вот он. А, это Б. И теперь, если мы из одного вектора вычтем второй, то у нас получится, вот в данном случае мы из А вычитаем Б, у нас получается вектор, некий вектор С. У него свое направление и свой размер. Мы не знаем, мы это высчитывать не будем, но происходит то же самое. То есть если мы, вот сейчас это вектор c на выходе, если мы этот же вектор c будем умножать на это же число, то он у нас также будет расти. То есть картинка тоже будет увеличиваться. Но в конце, после увеличения, нужно добавить еще 0,5. Сдвиг по вектору. То есть в данном случае рост будет как будто от центра координат, как будто вектор вот здесь находится. Вот. И потом, чтобы его сдвинуть сюда, нужно будет прибавить 0,5. Что мы сейчас и делаем. Смотрите. Мы сейчас сделали вычитание векторов. Это вычитание мы перемножаем на число. И дальше мы складываем с вектором 0,5, 0,5 на 0, и 0,5 по x и по y. Так, только на самом деле вместо вместо вот этого положения нужно поставить координату pos. Это мы удаляем, это лишнее. Вот таким образом. И сейчас, смотрите, если я начинаю крутить ползунок float, то мы видим, что масштабирование идет относительно центра, относительно вот этой точки. То есть мы ее можем подключить вот сюда вот. И теперь, если мы будем сдвигать точку, то относительно новой точки у нас будет масштабирование. Видите? То есть, если я сдвину чуть-чуть, допустим, вниз, сильно вниз не сдвигается, допустим, вот так, и делаем масштаб, то у нас масштабируется относительно вот этого круга. То есть, заметили, да, вот этот вот круг, мы его двигаем по экрану и относительно него масштабируем. .
Вот этот момент с последующим добавлением вектора b к вектору c, то есть вот этот вот, это своего рода офсет. То есть тут получается масштаб плюс офсет. Вот это важно понять, чтобы потом не было никаких глюков, когда вы будете писать какие-то алгоритмы, чтобы все правильно было. И еще один момент, как можно сделать масштабирование, это следующим образом. Давайте я сейчас все удалю, вот это вот. И смотрите. Я это удалю. Я пойду через скалярное произведение векторов. То есть, если у нас, давайте я нарисую оси координат, привычные нам, когда x внизу, y наверху. Если у нас есть какой-то вектор, допустим, вектор А, с координатами xa и ya. Откуда появляются вообще числа вот эти xa и ya? На самом деле это скалярное произведение единичного вектора, базисного вектора, скажем так. Допустим, вот здесь единичка и вот здесь единичка. Скалярное произведение векторов на данный вектор. То есть единичный вектор по оси x у нас будет с координатами, смотрите, какими. Вот, это единичный вектор по оси x. Единичный вектор по оси y это вот этот. И теперь смотрите, если я перемножу единичный вектор по оси x скалярно перемножу на вектор на текущий, вектор А, и точно так же я перемножу на вектор y. И сейчас я создам обратный вектор, то на самом деле вот эта вот схема ничего не делает. То есть она создает координаты. То есть если я сейчас Sample Gray включу, мы видим, что круг, он был кругом и остался, и клаудзы как были клаудзами, так и остались. Хотя мы тут что-то страшное произвели. Вернемся к скалярному произведению векторов. Смотрите, допустим, вот это вектор, давайте это вектор x, это вектор a, это вектор y. Скалярное произведение вектора x на a равняется длина вектора a умножить на длину вектора x умножить на косинус угла между ними. То есть вот этот вот косинус. Запишу чуть-чуть по-другому. То есть вначале у меня будет длина вектора x умножить на длину вектора a умножить на косинус альфа. Теперь косинус альфа. Косинус альфа на самом деле это прямоугольный треугольник. Косинус альфа равен прилежащая сторона, деленная на гипотенузу. То есть прилежащий катет, деленный на гипотенузу. Прилежащий катет это вот он. xa, деленное на гипотенузу. А гипотенуза это длина вектора а. Соответственно, если мы перекинем длину вектора а в левую часть, получим длина вектора а умножить на косинус альфа равен xa. То есть вот этому отрезку.
Получается, что длина вектора x у нас равняется единице, потому что x это единичный вектор. 1 умножить на xa. То есть вот это перемножение скалярных векторов равняется вот этому числу. И точно так же, если мы запишем скалярное произведение вектора y единичного на вектор a, то он также будет равняться единице умножить на ya. Ой, извиняюсь. То есть на самом деле в дизайнере используется очень часто это свойство скалярного произведения векторов. Оно говорит о том, что скалярное произведение двух векторов является перемножением длины вектора А на проекцию второго вектора на этот вектор. То есть в данном случае, если я проведу от единичного вектора оси x перпендикуляр, то будет вот такой вот вектор. И перемножение вот этого вектора на этот будет точно таким же, как если я спроецирую на единичный вектор вектор А. Отсюда получается, смотрите, если я это сейчас уберу, если мы вместо единичного вектора будем делать, допустим, поставим двойку, то смотрите, у нас масштаб уменьшился вдвое. К чему я это веду все? Смотрите, поставлю тройку. Здесь и здесь масштаб уменьшился втрое. Я это веду все к ноде Transform 2D. Если вы помните, вы наверняка это делали не раз, вы заходили в Edit Matrix Values, и вы видели вот здесь вот такую матрицу. 1, 0, 0, 1. Что она означала, непонятно было, да? На самом деле здесь просто два перпендикулярных вектора и их координаты. То есть сейчас я, если вобью сюда 2, у меня уменьшится масштаб по оси x. То есть вот это x1, x2 это ось x. Здесь поставлю двойку по y. Это то же самое, что вот здесь вот мы бы поставили 2 и 2. Вот она матрица масштаба. Почему я перешел на матрицу масштаба? Потому что поворот делается только на матрице масштаба. Если мы могли масштабировать, к примеру, не приходя к матрице масштаба, как мы изначально это делали, просто перемножали координаты, да, скалярным произведением и радовались жизни. То есть вот так вот. Умножали на 2. И это был вполне себе масштаб. То в поворотах так не получится. Там только через матрицу. И это следующее, что мы сейчас рассмотрим. Поворот. Придется много рисовать. Итак, смотрите, у нас есть оси координат и какой-то единичный вектор. Единичный вектор x0, к примеру, y0. Они параллельны x и y. У нас есть какая-то точка с координатами. Мы представим ее как вектор. Давайте она у нас будет какая-нибудь вот такая вот. Как вектор А. С координатами вектор А с координатами xa, ya. Нам нужно повернуть эту точку относительно координат на какой-то угол. Это будет тот же вектор по длине, такой же, как и вектор А, но координаты будут другие. Допустим, вот это вектор А2. Давайте это будет не вектор А, вектор Б.
и повернули на угол альфа. Как нам рассчитать этот поворот? На самом деле, когда мы будем сейчас рассчитывать поворот, мы не будем поворачивать вектор. Мы будем поворачивать оси координат. Я сейчас вектор b сотру. И я поверну оси координат на угол альфа. То есть вот этот единичный вектор и вот этот на угол альфа. И теперь нам нужно найти соотношение нового вектора x0 к старому и y0 к старому y. И перемножив все на координаты вектора, мы как раз получим новые координаты повернутого вектора. Давайте мы нарисуем сейчас тригонометрический круг. Здесь единичка, здесь единичка. И вспоминаем, что движение, допустим, точки по кругу. Вот это единичный вектор у нас, так как единичка везде. Если мы двигаем его на угол альфа, то получается вот здесь вот значение косинус альфа. Почему так происходит? Это прилежащий угол в прямоугольном треугольнике, у которого гипотенуза равна единице. Вспоминаем, что косинус альфа чему равен? Косинус альфа равен прилежащую сторону разделить на гипотенузу. А прилежащая сторона у нас, допустим, x. Нулевой, давайте не нулевое, допустим, xa. Деленное на гипотенузу. А длина гипотенузы равна единице. И получается, что косинус альфа равняется xa. То есть xa это и есть косинус альфа. Дальше, вот эта вот координата. Она равняется синус альфа. Почему? Смотрите, вот в этом прямоугольном треугольнике угол альфа вот. Нам нужно найти вот эту сторону. Эта сторона высчитывается, она противолежащая от угла в прямоугольном треугольнике, значит через синус высчитывается. И она равна, давайте мы сделаем так. Пусть эта сторона у нас будет ya. Запишем тут синус альфа чему равен. Синус альфа равен противолежащую сторону ya делим на гипотенузу, единичка. Получаем ya. То есть ya это и есть синус альфа. То есть на самом деле мы сейчас нашли, как меняется новая ось x относительно старой. Вот это ось x старая, это ось x новая, n. И сейчас, если есть какой-то вектор, допустим, вектор m, давайте запишем вектор m с координатами x, m, y, m. И теперь чему будет равна проекция вектора на новую ось x новая? Она будет равна скалярному произведению вот этого единичного вектора на вектор m. Давайте я запишу, допустим, x новый нулевой вектор равняется от старого относительно косинус альфа на синус альфа. Это вот этот вектор. И перемножив m на xn, мы получим как раз проекцию вектора m на xn, потому что xn единичный вектор. Это и будет новые координаты вектора m. По оси x. Ребят, это по оси x. Точно так же мы берем ось y.
Так как ось X сдвинулась на угол альфа, мы берем и единичный вектор оси Y сдвигаем на угол альфа. Вот он угол альфа. Очень мелко, жаль. Вот он угол альфа. И какие новые координаты тут появились у этого вектора? Смотрите. По оси X мы уже можем лезть за подсказкой, когда мы поворачивали ось X. Смотрите, вот это расстояние, это не что иное, как вот это расстояние. А это расстояние, это синус альфа. Но, так как тут отрицательное число, здесь 0, здесь 1, здесь минус 1, то здесь получается минус синус альфа. То есть новая ось yn имеет координаты по x минус синус альфа, по y смотрим, вот это расстояние, это не что иное, как вот это расстояние. Это у нас косинус альфа. Косинус альфа. То есть вторая координата единичного вектора yn, повернутого на угол альфа, равняется косинус альфа. В итоге у нас появилась вот такая формула. Формула поворота единичного вектора на угол альфа. Так, давайте я сейчас это скрою. Объявлю переменную. Так, переменная angle. Угол у нас. Давайте заново сделаем. Объявлю переменную угла. Пусть будет в начале 0 у нас. И сейчас зайду. Так, это я убираю трансформ. Вот сюда зайду. Здесь переменная pos, текущая позиция. И возьмем наш угол. getFloat angle. Теперь у нас он от 0 до единицы. От 0 до единицы. Но все углы мы должны переводить в радианы. Как переводить в радианы? Нужно просто умножать на 2π. Мы возьмем функцию 2π. Если сейчас я данный угол умножу на 2π, то у меня получится, если будет угол равен единице, то при перемножении это и будет у нас 2π. Полный оборот. То есть вот здесь вот один круг. Один круг в радианах, если угол от 0 до единицы. Теперь угол у нас есть. Сейчас нам нужно записать вот эти вот косинусы и синусы на новые единичные вектора. Смотрите, я вычисляю косинус данного угла и синус данного угла. Теперь новый единичный вектор ось x будет у нас с координатами косинус и синус. То есть я сейчас записываю вот так вот. Это единичный вектор x. Уже повернутый. А вторая ось y, она у нас будет с координатом минус синус на косинус. Записываем. Синус умножаем на минус единицу. Минус синус идет в x. И косинус идет в y. Это у нас единичный вектор по оси y. Это новый, уже повернутый.
Теперь смотрите, если я перемножу начальный, текущую позицию вектора скалярно на единичные вектора x и на единичные вектора y, то это будут проекции вектора pos x вот это вот, pos y вот этот вот. Если мы сейчас создадим двухмерный вектор, то это и будет у нас поворот. Но сейчас будет поворот относительно вот этой точки. Так, вот это я сотру. Хотя давайте я пока стирать не буду. То есть сейчас вот эта точка имеет координаты pos. Значит, сейчас мы работаем с поворотом вектора вот этого. Допустим, это вектор d. То есть сейчас наш пиксель-процессор будет считать поворот каждой точки относительно вот этой точки. Смотрите, я делаю это выводной нодой, а выводной нодой я ее не могу сделать, потому что нам нужно сделать sample grade. То есть она будет брать повернутую точку и вставлять в текущую. То есть тут, кстати, тоже поворот будет в другую сторону. Вот этот момент тоже важен. Смотрите, кажется, что ничего не произошло. На самом деле произошел уже какой-то поворот, наверное. Или у нас угол поворота был 0 градусов, да? И вот сейчас, если мы начнем крутить, то мы видим, что у нас поворачивается наш шум по относительно начала координат. То есть сам поворот вроде работает. Если мы возьмем, вставим круг, то будет крутиться вот так вот он. Теперь, как сделать поворот относительно какой-то точки? Давайте относительно центра координат, так будет удобнее пока. Мы возьмем центр координат. Это у нас тоже получается какой-то вектор. То есть вот центр координат. И чтобы рассчитать поворот вокруг этой точки, нужно на самом деле поворачивать вот этот вектор. Так, это вектор E, это вектор F. То есть, если мы вычтем из D вектор E, то мы получим вектор F. Давайте вычитать. Вот это есть вектор F. Вот он. И сейчас, если мы будем перемножать все это, то у нас вектор F будет поворачиваться. Но он также поворачивается относительно нулевых координат, потому что он, как и в офсете, как и в масштабе, на самом деле сейчас поворачивается вот так вот. То есть вот эта точка поворачивается относительно этой точки. А чтобы поворачивалось относительно центра координат, то нам также надо взять и сложить вот здесь все. И теперь смотрите. Мы начинаем поворачивать круг. И на самом деле он поворачивается. Просто там в какой-то момент мы не видим, что он поворачивается, так как это круг. А вот клаудсы будут хорошо видны. Сейчас смотрите. Я делаю поворот. И поворачивается относительно центра координат. На самом деле тут можно взять и то же самое сдвинуть центр куда-то в другое место, и будет вращение вокруг той точки, куда мы сдвинули. То есть тут получается, помимо вращения, мы еще можем задавать центр вращения.
Вот эта схема как раз работает вот здесь, в матрице трансформа, в матрице нода трансформа. То есть мы сейчас, получается, задавали вот сюда вот. Смотрите, давайте я сейчас помечу. Я сейчас отодвину. Сейчас, секунду. То есть вот это x, по-моему, x0 там идет, да? А, не, x1, x2, y1, y2. Вот это у нас x1. Это x2. Это y1. Это y2. То есть вот это матрица поворота. Вот. Это сложно воспринимается прямо так на веру сразу же. В это вникните, когда вы начнете. Вот вы сейчас прошли эту теоретическую часть. И я советую самим покопаться, и тогда будет большее понимание, прежде чем мы перейдем к практической части. Потому что там мы останавливаться уже, я думаю, не будем на каких-то моментах, на вот этих вот всех вычислениях. Я думаю, мы там быстро все будем делать.